Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Ну и опять Арктика себя показывает каждый год вот так прекрасно. Арктика, ну, как у меня дома говорят, это огурцы лучше всех огурцов. Вот смотрите, пожалуйста. Сегодня я снимаю это видео 8 июля утром. Надо собрать огурчики и переработать. Каждый день собираем свежие на стол. И вот чем мне нравится Арктика. Вы уже видели несколько лет подряд, я их выращиваю. И очень интересно тем, что они выстаивают вот эти сложные погодные условия, выдерживают. И затем, когда уже тепло становится, начинается вот такое интенсивное плодоношение. Прямо вот целыми гроздями. Парочка. Ну и где-то уже вот один собран. Вот такое сильное плодоношение. Ну вот или так вот. Обязательно каждый огурчик. Здесь нету просто цветочка. Здесь везде и всюду. Вот смотрите, огурцы, огурцы, огурцы. Одно удовольствие собирать. Здесь трешечка. И когда получается, что я их срезаю и опускаю. Вот они у меня уже дошли до такой высоты. Вот, скоро начнется жара через пару дней, и мне нужно их опустить снова на землю. Чем хорошо, что вот этой жары, которая вот каждый периодами так сильно идет, знойная жара, получается, что можно огурчики опускать, и они не так жарятся. Хотя этот сорт, это гибрид, прошу прощения, гибрид. Это корейские селекционеры придумали этот гибрид. Шикарный, конечно, гибрид. Этот себе прижался огурчик. И он создан именно для таких неблагоприятных условий различных, которые могут именно в ранние периоды или в жару проявляться. И, естественно, дают возможность этим огурцам выживать. И не только выживать, но и еще и хорошо плодоносить. И вот сейчас они у меня, вот смотрите, внизу, это вот наросли, я была занята другими делами, даю им возможность такую, чтобы они себе потихонечку нарастали там, но это приходит момент, когда я срезаю и опускаю, я, естественно, эти листья убираю. Вот они такие красавцы, кстати, очень вкусные, хрустящие огурчики, и эти огурчики я закрываю на зиму в заготовках в банке. В любом виде эти огурцы очень вкусные. Ну и всегда приятно их смотреть. Смотрите, вот практически нету места, где был бы просто цветочек. Всегда огурчики, огурчики, огурчики. И вот эти плети у меня за сезон, вот опускаю их, снова нарастают. И у меня от 9 до 11 метров вот эти плети всегда нарастают. Вот это особенность этого огурчика. И выращивать его просто, ну, в этом году я попробую еще и в открытом грунте, уже высадила рассаду. Посмотрим, что он покажет. Я не буду там пасынковать, не буду вот так заниматься формировкой в один, вот так побег. А просто-напросто буду отпускать и наблюдать за тем, что с огурцами будет происходить. Но вот этот огурец очень хорош в плане того, что с ним работать очень легко. Вот он такой замечательный. Мы с ним нашли общий язык. И вот в одну плеть выращивать – это одно удовольствие. Вот такие огурчики. Просто хочу еще раз показать, что листик, да, вот нашла наконец-то цветочек без огурчика. Вот, это впервые. Но смотрю, да, вот такая интересная история. Такого еще не было, но вот есть. Но зато рядышком, смотрите, там уже рядом с огурчиком, вот, еще вот сколько маленьких малышей есть. Вот такая красота. У нас есть просто один цветочек. Видимо, из-за вот этих перепадов различных температурных колебаний, карусели настоящие. Но зато вот дальше, смотрите, огурцы, 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 огурцы.
Что это за огурец и почему он так нравится нам? Ну, немножечко дам вам информации об этих огурцах. Ну, начальное название было у этих огурчиков «Арена». Но сейчас Арктика F1. И думаю, неспроста Арктика, потому что он именно устойчив к резким перепадам температур и к низким температурным коротким периодам. Хотя мы в этом году, не поливая его, мы его сохранили более длительный холодный период, закрывали и помидоры, и огурцы, и они не погибли, выдержали хорошо вот это испытание именно температурами, низкими температурами. Ну и сильно высокие температуры тоже сравнительно нормально они переносят. И очень важный момент, эти огурцы устойчивы к болезням, к таким вот опасным, как вирус табачной мозаики, фузариоз, ложная мучнистая роса. Это то, что всегда очень тревожит нас, но я сразу же скажу, что просто выращивать этот огурец и ничего не делать, не обрабатывать, не защищать, никаких профилактик не делать, нет, не проходит это дело. Хотя я и читала, что и устойчив против различных заболеваний, надо все равно проводить профилактику, и провожу против болезней обязательно обработки, использую триходермин, трихофит, вот в данном случае у нас такой препарат. Ну а против вредителя обязательно обработки Скарада М. Это обязательное условие. И очень любит этот огурец, вы уже видели в нашем плейлисте огурцы, что мы их высаживаем в специальные такие удобрения, собрали в ветеринарной аптеке мясо костную, рыбную муку и используем, сюда добавляем еще в таком же количестве, все 1 к 1, добавляем кормовые дрожжи. Вот эти все нужные питательные вещества, которые вот огурцы любят, все это есть, и причем это долго играющее удобрение, и не перекормишь. Огурец берет то, что ему надо. Корневая система у этого огурца крепкая, большая, место занимает очень большое, поэтому мы выделяем особое место вот с правой стороны при входе в теплицу. Это у нас восточно-южная сторона, вот любит он в этом месте проживать. Еще очень важно короткие междуузлия. Короткие, и плюс в пазухах вы видите, вначале были в первый период, когда прохладно, 1 огурчик, а затем уже были 2-3, а сейчас и целые букеты огурцов. Вот с момента всходов до получения первого урожая проходит обычно 35-40 дней. Так как холодно было, мы в этом году использовали перевалку и чуть-чуть позже получили урожай. Но это все равно очень хорошо, потому что это действительно мощный и очень хороший огурец. Это ранний партенокарпический огурчик, гибрид огурцов. Спрашивают меня, что такое партенокарпический. Это значит, что огурец самоопыляющийся, ему не нужны пчелы. Здесь практически везде и всюду огурчики на этих растениях. И создан этот гибрид селекционерами корейской компании Nongwoo. Мне нравится урожайность. Вот заданная урожайность 20 кг с квадратного метра, она действительно получается так. Именно так у меня выходит благодаря тому, что мы вот в одну плеть стебель ведем. И вот до 11 метров дорастает этот стебель, и постоянно собираем огурцы. Да, этот огурец такой труженик, хороший урожай. И еще у него средняя засухоустойчивость, поэтому нельзя, кстати, и сильно переувлажнять почву, но и нельзя выдерживать сильно долго без полива. Поэтому мы придумали вот эту схему, попробовали вокруг огурца на расстоянии 25 сантиметров в радиусе, поливаем в дни, когда нельзя поливать. И нормально огурец проходит вот этот период, когда занят дыханием. Плоды красивые, такими с бугорками, чуть-чуть колючие, но вкус отменный. Вот это огурец с нашего детства, поэтому его
мы выбрали. И сейчас даже мне вот сколько предлагают разные сорта, я перепробовала уже разные сорта, но вот этот огурец снова же ищем, снова же высаживаем, и мы всегда его очень любим и будем высаживать по мере возможности, сколько будет возможность покупать семена. Этот огурец всегда будет в нашей теплице. Ну а сейчас провожу испытания и открытый грунт, посмотрим, что получится. Но думаю, что нужно пробовать, чтобы знать точно, что произойдет. В прошлом году не получилось из-за того, что был град, и он полностью все вырезал, буквально все побеги, и огурцы были очень слабый урожай. Вот это огурцы Арктика. Супер! Да, классные. Очень классные. Очень урожайные.